Мене звати Євгеній Панасюк. Я спортсмен-екстремал та професійний рибалка. Я подорожую по світу в пошуках нових пригод та своєї заповітної мрії. Ми долаємо складний шлях. Будь-яке досягнення мети вимагає наполегливої роботи. І настає момент, коли потрібно зробити свій вибір. Є тільки ти і твоя мрія. У всіх вона різна, але мета у нас одна – спіймати її. Риболов Англер. Многим из вас знакомо это чувство при подготовке на рыбалку, да еще и в те места, в которых ты ни разу не бывал ранее. Это бессонная ночь в ожидании чего-то нового и неизвестного. Что же подготовила для нас новая река? Это оставалось загадкой. Загадкой, которую мы сможем разгадать спустя 100 километров через туманы и неописуемые красоты. А шум реки и ее виды бодрят лучше, чем любой крепкий утренний кофе. Впереди у нас целый день, бесконечная река и, надеюсь, незабываемая рыбалка.
Новая для нас река встретила не только бодрящей прохладой, а и ощущением перспективной рыбалки, на что постоянно указывали легко читаемые места. Здесь очень много приямков, закоряженных мест и отвесных скал. Решаем для себя придерживаться тактики передвижения апстрим. Так будет лучше всего и правильнее изучать новые места. В качестве поисковых приманок выбираем исключительно воблера, которыми комфортнее и быстрее проверять перспективные участки. Хорошенько. Ой-ой-ой. У меня есть вот такой вот быстро тонущий воблер, который я хочу сейчас положить между два вот этих водопада и дать ему паузу опуститься максимально низко, ближе ко дну. Ну и, соответственно, сделать проводку. Держим паузу, опускаем воблер, опускаем. Еще пару колебаний и еще опускаем. Достаточно глубоко ушел. Глубина, да? Есть. Ох и бодренько дала. А ну да я пройду. Ох и места. Пошли дальше.
Есть, есть, есть. Есть? Вот это рыбалка у нас сегодня. Я знал, что если первых 2 дня у нас не сильно сложилось с рыбой, то мы обязательно наверстаем и найдем ее. Вадим на грани баланса. Достанет рыбу или упадет в воду. Делаем ставки. Вот так вот полез отцеплять свой воблер. И думаю, раз уж намочил ноги, заметил там небольшой прямок, думаю, сделаю еще один забросик. Видел, как форель прямо под самые ноги сопровождает мой воблер. Сделал паузу, и вот такая красотка вот на крючке. К слову, говоря о паузах, в этот день мы только подтвердили свою теорию о том, что при проводке воблера атака форели следует в момент остановки приманки. Это выглядит как пару резких рывков и с паузой 1-2 секунды. В этот момент воблер подхватывает течением, и благодаря своей геометрии он начинает падать ко дну, перекачиваясь сбоку на бок. Забегая наперед, скажу, что абсолютно всех форелей в этот день мы поймали благодаря этому наблюдению. Это четко отслеживалось в прозрачной воде. Как форель выбегает из укрытия и преследует воблер. Стоит только остановить приманку на долю секунды, как сразу же следовала мгновенная поклевка. Наилучший типаж воблера под такую ловлю мы определили воблера класса Minnow, которые максимально напоминают форму малька в тонущем исполнении или в версии Suspender. Свои коробки собираем по простой цветовой гамме. Чаще всего это приманки в натуральных цветах, имитирующие мелкую рыбу, или цвета максимально схожие к окрасу форели. Благо, ассортимент сейчас позволяет выбрать то, что нравится вам и что понравится рыбе в определенный период времени. В идеале заменить все крючки на безбородые одинарные или прижать бородки на крючках. Так мы будем наносить минимальный вред рыбе, которая сможет и в дальнейшем радовать нас своими поклевками.
Пошли дальше, да? Пошли. Спорядження. Лучший выбор для ловли в горных реках – это комплект класса Ultralight Light. В нашем случае мы использовали удилище с тестом, не превышающим 10-12 грамм и длиною до 2 метров. Легкие катушки в размере 2500 по классификации Shimano и весом до 200 грамм. Шнуры в диаметре 0,4 по японской классификации. В обязательном порядке используем поводок из флюорокарбона в диаметре 0,18, который в первую очередь служит невидимым участком перед шнуром, а также защищает от абразива в виде камней и веток, которых в горных реках предостаточно. В качестве приманок выделили для себя 3 основных типа. Блесны-вертушки. Это в первую очередь самая поисковая и стабильная приманка на умеренно спокойной воде с небольшой глубиной. Воблеры класса Minnow в размере 40-50 мм используем для сильных перекатов и больших глубин. И силиконовые приманки. Используем их реже всего, но когда рыба крайне пассивна, иногда поймать получается только на резину. Пока что у нас небольшой перерыв, и немножко расскажем вам и поделимся насчет того, что мы используем в кухне легкохода, скажем так. То есть суть какая? Нам с собой всегда нужно взять что-то перекусить, а зачастую мы проходим очень большие дистанции и, соответственно, таскать на себе большой казанок и тому подобные аксессуары для того, чтобы приготовить кушать, ну, нет такой возможности. Поэтому наша кухня максимальный лайт, самое нужное, ну и компактное. Я использую вот такой вот газовый баллон, маленькую, совсем вот такую маленькую 25-граммовую титановую горелку. Потом вот такой вот алюминиевый чайничек. Очень легкий, компактный. А что самое классное, то что вот этот газовый баллон входит сюда внутрь. И все вот эти, та же горелка, огневая или зажигалка, все сюда помещается и закрывается. То есть, в принципе, моя походная кухня помещается в вот этот вот небольшой чайничек. Это все, что я с собой беру. Весом, наверное, грамм 400 все в кучу. Так, что мы готовим? Покушать мы с собой берем типа сублиматов. В магазинах очень много подобных продуктов. Разные супы. В данном случае это булгур. До этого мы кушали... Что мы кушали до этого? Кускус. Кускус до этого был. В общем, прикольные штуки на самом деле. Недорого стоят. Это каша. Там есть овощи сушеные. Иногда даже какие-то признаки мяса. Достаточно вкусно и, что самое важное, разнообразно. Компактно. Одна такая вот упаковка. Это одна порция на одного человека. Можно взять разные вкусы, не переедается, не надоедает и достаточно полезно и легко для вашего организма во время похода. По весу light, кухня минимального веса, ну остальные продукты там уже по желанию берем с дома, если есть возможность какого-то мяска, овощей и тому подобного. Вадим использует горелку в разы больше, она комфортнее в том плане, что она более устойчива, то есть можно поставить больше чайник, кастрюльку, даже взрослый большой котелок можно поставить сюда и приготовить на нем кушать. Моя же горелка в разы меньше, видите, в сравнении. Она компактнее, вес, то есть, ну, для моих целей хватает, чтобы закипятить вот такой вот чайничек или же чашечку кофе сделать, с головой хватает. Занимает место вообще минимум. Это чуть-чуть побольше, но она и покомфортней. Ну и у Вадима и баллон тоже был в размере побольше, потому что мы его брали, его вариант кухни мы брали с собой в более дальние походы, на более длительный период. У меня же такой максимальный лайт. Конечно же, с собой берем какой-то пуэрчик, чай, кофеек, чтобы потом можно было после длительного похода, как сейчас, где-то присесть вот так вот за чашечкой кофе и отдохнуть в теньке, дать своим ногам немножко восстановиться, набраться сил, покушать и дальше в бой. Риболов Англер.
каннибал, клюнула на форельку маленькую. Понятие комфорта для каждого свое. Вот и мы каждую поездку усовершенствуем и изменяем свою экипировку. Что-то остается неизменным, от чего-то отказываемся полностью, а что-то навсегда остается неотъемлемой атрибутикой поездки. И все-таки небольшой совет для тех, кто собирается в горы на рыбалку. Помимо снастей и приманок, стоит всерьез подготовиться по одежде и различных полезных аксессуаров. В первую очередь должна быть удобная обувь. В нашем случае мы пришли к тому, что идеально с собой иметь две пары. Удобные кроссовки и легкие тапочки, в которых без проблем можно в случае надобности перейти по воде. В качестве одежды то, что комфортно вам, но в обязательном порядке. Теплое термобелье и дождевик или влагостойкая куртка в рюкзаке. В рюкзаке также в обязательном порядке имеем всегда микроаптечку в виде пластырей и бинтов, набор легкой походной посуды и туристическая газовая горелка. Перерыв на кофе в горах — это нечто. Да, и легко можно приготовить теплый перекус при наличии соответствующих продуктов. Дневной рацион собираем с вечера, из расчета на целый день. Все индивидуально. Для себя выделили удобные варианты в виде овсяных хлопьев, сухофрукты, орехи для перекусов. Ах да, вяленое мясо и сало нигде не открывает свои вкусовые качества лучше, чем у реки в горах. Важным аксессуаром здесь будут поляризационные очки, которые помогают вам качественнее изучать реку и не напрягать глаза днем. Небольшие поясные сумки служат в качестве хранения коробок с приманками, флюра и телефона, чтобы можно было сразу запечатлеть трофей. .
Сказать, что мы были удивлены рыбалкой, это слишком мало сказано. Полная смена локации и реки позитивно отразились на нашем настроении, так и на настроении рыбы. На протяжении целого дня рыбалка была максимально динамичная и зрелищная. Постоянные поклевки и выходы рыб за приманкой только и мотивировали двигаться дальше, а неописуемые словами пейзажи здешних мест мы не уставали поедать своим голодным взглядом. Порой рыбалка уходила на второй план, и мы попросту падали на ближайший камень и могли молча просидеть некоторое время, любуясь по-настоящему дикой рекой и природой. И все-таки какое счастье, что есть возможность хоть раз в году провести здесь несколько дней. Уже ближе к вечеру поклевки рыбы участились, а на одном из перекатов мы увидели ее. То, ради чего был и проделан весь этот путь. Из самой глубины за воблером вышла рыба нереальных размеров. Не знаю, мандраж ли сыграл, но эта рыба с виду показалась около полуметра длиной. Поклевки не произошло. В глазах азарт и дрожь в руках. Но мы ее еще обязательно поймаем. Как раз выматывал приманку и хотел кинуть под ногами под вот этот вот камень. И рядом, выматывая свою приманку, она бахнула. Давайте еще раз проверим здесь же. Вот, буквально от того. Солнце пряталось за горизонт. Нужно отправляться домой, ведь завтра нас ждет новый день и новые приключения. Друзья, ваши варианты, кто это мог быть? Смотрите, размером, ну, не меньше моего кулака.